Здравствуйте, уважаемые мастерицы! Если вы смотрите этот мастер-класс, то значит время готовиться к самому радостному, волшебному празднику, к Новому году. Хочу вас научить, показать вам, как я декорирую бутылку шампанского в технике декупаж очень простым способом, с которым справится даже новичок, и при этом очень эффектная получается бутылка. Красивая, нарядная, которую не стыдно подарить даже близкому человеку или руководителю, коллеге, например. Бутылка это делается достаточно быстро. В сумме уйдет на нее около 2 часов, если выкинуть все моменты сушки. Вот такую бутылочку мы с вами сделаем. Завяжем бант, сделаем объемный декор, сделаем трафарет. Нанесем блестки и сделаем легкий градиент от светлого к темному и опять картинки. Ну что ж, начнем. Берем бутылку шампанского, полную, закупоренную. Отмываем все этикетки, которые ниже вот этого вот чехла, да, горлышка. То есть вот здесь галстучек убираем переднюю и заднюю этикетки. Я отмываю металлической губкой со средством для мытья посуды. Что мы дальше делаем? Бутылку, конечно же, нужно загрунтовать. Желательно пользоваться именно специальными грунтами, не прибегать к художественным или просто покрыть краской, потому что в дальнейшем декор может слезть. Особенно если вы положили бутылку шампанского в холодильник, в морозилку, да, перед тем, как ее выпить, достаете, а там вся картинка сползла. Поэтому на этом не стоит экономить. Что делаем? Сначала, конечно же, бутылочку нужно обезжирить. Обезжириваем спиртом. У меня муравьиный спирт. Можно обезжирить водкой. Если у вас есть доступ к спирту, да, обычному, то можно, конечно, и спиртом. Но вот у меня только муравьиный спирт. В принципе, он справляется со своей задачей. Нам нужно снять жирный слой, который оставляют пальцы, когда эту бутылочку берем в руки. Хорошо протираем. Донышко тоже протираем. Я использую для этого ватный диск. Протерли. Бутылка должна хорошо высохнуть. Для того, чтобы спирт высох, достаточно буквально 2 минут. Далее мы покрываем бутылку специальным грунтом. Грунт у меня для всех поверхностей. Я пользуюсь вот таким грунтом Тикурила Отекс. Вот такой грунт. Все, что покупается в больших банках, я все переливаю в маленькие баночки. Ими удобнее пользоваться. Открываем баночку. Здесь у меня грунтовка Тикурила. Конечно же, я ее перемешиваю. Чем хорош именно этот грунт? Тем, что он очень быстро сохнет. К тому же он еще саморазравнивающийся. Его не надо шкурить, его не надо как-то выравнивать. Он сам абсолютно ровненько ложится на бутылку. Покрываем губками. Обычная губка. Можно кисточкой, но кисти надо потом отмывать ацетоном от грунтовки. Поэтому я предпочитаю губку. Покрываем 2 тонкими слоями. Не старайтесь нанести сразу очень плотный толстый слой грунтовки. Пусть будет это полупрозрачный тонкий слой и будет 2 слоя. Так они будут крепче, надежнее ложиться. Вверх-вниз, вверх-вниз. Очень важно, чтобы не было никаких потертостей. Там, где вы покрыли, вот я покрыла, да, вот этот участок больше губкой не трогайте. И так всю бутылку.
Сначала загрунтовали по низу, далее точно так же передвигаемся вверх. Держим бутылку только за горлышко. Грунтуем всю бутылку полностью, не только стекло, но и колпачок. Вот видно, наверное, на видео, что бутылка слегка просвечивает, особенно если когда темная, как у меня бутылка, и видно само темное стекло. Пусть первый слой высохнет, примерно где-то минут 30-40 нужно для того, чтобы высох первый слой. Потом пройдетесь вторым слоем там, где будет наклеена картинка. Не надо грунтовать вторым слоем всю бутылку, тем более, что она будет закрашена у нас темной краской. Если вы будете светлой краской красить бутылку, то лучше положите слой краски, чем еще один слой грунта. После второго слоя оставляем бутылку на несколько часов, чтобы грунт высох капитально. Где-то примерно на часа на 2-3 я оставляю на ночь. Итак, убираем эту бутылочку. Она у нас идет сохнуть. Ну вот наша бутылка высохла. Это другая, да? Здесь уже второй слой есть под картинкой. Видно, что под картинкой бутылка более белая, чем вверху. Бутылка гладкая, абсолютно не требует шкурки, абсолютно не требует каких-то выравниваний. То есть она готова к работе. Какие картинки подойдут для того, чтобы наклеить их на бутылку? Это могут быть декупажные карты. Они уже готовы к тому, чтобы их клеить. Вот их просто бери и клей, да. Но чаще всего я, конечно, все-таки использую это распечатки. На обычной бумаге, на лазерном принтере печатаю картинки, которые мне нравятся. Нахожу их в интернете и печатаю. Вот хочу наклеить на эту бутылку вот такую картинку со снеговиками. Вырезаем картинку. Ее нужно предварительно, конечно же, подготовить. Картинку нужно сделать тоньше, чем она есть. То есть она распечатана на обычной бумаге 80-граммовой. И теперь нам нужно сделать эту картинку тоненькой, как салфеточку. Как мы это будем делать? Берем книжку. В книжке ничего не будет, поэтому можете взять любую абсолютно книгу. Картинка вниз. Укладывайте на книжку свою распечатку. Берем обычный скотч. И приклеиваем скотч на нашу распечатку. Примерно внахлёст где-то полсантиметра. Одна полоса скотча на другую. Если на скотче будут какие-то складочки, это ничего страшного, они нам никак не помешают. То есть он не должен быть абсолютно ровненьким или гладеньким. Приклеили, берем карточку, да, какую-нибудь банковскую карту или какую-то скидочную. И вот так плотненько прижимаем скотч к бумаге. Теперь надо аккуратно этот скотч оторвать. Отрывается он вместе со слоем бумаги, тем самым делая нашу распечатку гораздо тоньше, чем она была первоначально. Вот видите? Можно выбросить. А картинка наша стала тоньше. Картинку нужно немножко оборвать. Оставляя от картинки где-то полсантиметра, мы обрываем ее по кругу. Зачем картинку мы обрываем? Потому что отрезанные края гораздо сложнее скрыть будет, чем оторванные. Оторванные края, они как бы немножко такие бахромистые, бахрофистые. Они гораздо лучше приклеиваются и меньше видно границу рисунка,
Хоть мы и будем с вами скрывать границу шпаклевкой, все равно лучше, если они будут максимально приклеены к самой бутылке. На этом этапе наша картинка теперь напоминает декупажную карту. Она такая же тонкая, поэтому если у вас декупажная карта, то вы будете дальше клеить ее точно так же, как мы сейчас будем дальше делать с этой картинкой. Вот такая картинка. Сразу скажу, картинка у меня примерно 11-12 сантиметров по высоте. Клеить будем методом файла. Берем файл, один слой. Берем картинку, картинкой вниз, берем водичку и слегка смачиваем, сбрызгиваем нашу распечатку, чтобы она была не мокрая, но влажная. Пропитываем распечатку водичкой легкими похлапывающими движениями. То есть мы не делаем вот так вот, иначе появятся катышки, от которых вы потом не избавитесь, а вверх-вниз пальчиками. Аккуратненько. Когда вы видите, что картинка уже хорошо-хорошо пропиталась водой, можно ее смазать уже клеем, значит. Клей у меня Тури. Но можно взять абсолютно любой клей, который у вас есть в вашем городе или у вас под рукой. Наносим его на картинку. Так, чтобы, знаете, обильно. Не жадничайте. Много плохо и мало плохо. Но если будет много клея, он просто у вас через края потом вылезет и все. А если будет мало, то картинка не приклеится. Поэтому лучше пере, чем неду. Здесь также смазываем бутылку в том месте, где будет приклеена картинка. Так, где у нас будет картинка? Ну, наверное, вот тут, где поменьше всяких букв. Берем картинку, да, и прикладываем ее к бутылке. Угу. И аккуратненько прижимаем вот так рукой. Пальчиками от середины к краям выдавливаем все пузырики, которые могли образоваться, пока мы приклеивали картинку. Проверяем, чтобы картинка была ровненькая. У меня вот она немножко сдвинулась. И потихоньку, легким движением, ведя файл параллельно бутылке, убираем файл. Картинка приклеена. Теперь сверху стоит пройтись еще немножко клеем. От середины к краям мы выдавливаем воздух, который, если там еще вдруг остался, придавливаем, прижимаем картинку и еще раз промазываем ее клеем. То есть сразу делаем несколько важных моментов. Если картинка темная, то клей будет собираться на темном фоне каплями. Любой клей. Поэтому вы берете тогда кисточку, промакиваете ее тряпочку какую-нибудь безворсовую и такой промокнутой тряпочкой протираете кисточкой именно те места, где клей собирается. Ну вот у меня здесь картинка светлая, здесь особо нигде не собирается клей. А вот на темных картинках это очень хорошо видно. Картинка приклеена. Теперь нам нужно подождать, пока она высохнет. Сохнет картинка примерно час-полтора, может быть 2, смотря какая температура в комнате. Что мы делаем, когда картинка высохла? Обязательно нужно картинку покрыть хотя бы одним слоем акрилового глянцевого лака. Я использую лак Tikkurila Kiva глянцевый. 70 это означает степень глянцевости. То есть бывает 50 полуматовый, бывает 30 матовый. Вот я использую Kiva 70. Он на водной основе, он прозрачный.
очень хорошо держится и придает очень красивую глянцевость. Вот я его, естественно, отлила в маленькую бутылочку. Вот этим лаком я покрываю картинку. На 1-2 слоя. Каждый слой нужно, естественно, хорошо просушить. Теперь нам нужно сделать объемный декор на бутылке. С чем мы будем с вами делать объем? Шпаклевкой. Шпаклевкой по дереву. Использую шпаклевку фирмы Tex. Очень хорошая шпаклевка. Мне она очень нравится. Не густая, не жидкая. Очень хорошо ровненько ложится. Хорошо шкурится. То есть во всех планах она прям замечательная. Именно то, что нужно. Делаем объемный декор. На каждой картинке свой объем, свои нюансы. Да? Например, где-то есть елочки, где-то их нету. Где-то есть деревья, где-то их нету. Где-то, может быть, будет домик или большое дерево, ствол дерева. Где-то маленькие веточки. Поэтому я взяла картинку, на которой максимально есть все. Есть снег, есть елки, есть деревья. В общем, есть веточки, да, вот здесь вот они будут. Поэтому я вам покажу, как делать все объемы, с которыми только вы встретитесь. Объем я делаю мастихином. Обычный мастихин. У меня он один, единственный, универсальный. Шпаклевочка у меня немножечко уже разбавлена водичкой, но она вот в новом состоянии, она тоже вот такая вот без комочков, как густая сметанка. Очень-очень хорошая. Берете мастихинчиком, да, шпаклевку и потихонечку накладываете. Вот у нас вот здесь вот елочка, да? Создаете как бы веточки. Естественно, объем должен заходить и на саму картинку, и там, где этой картинки нету. Тем самым мы убиваем два зайца. Во-первых, мы создаем объемную елочку, что очень делает выигрышным, да, вашу бутылочку. Очень красивой, праздничной. А во-вторых, мы скрываем край нашей распечатки, чтобы она как будто бы в бутылочке и была. Скрываем, да? Вот так вот мы делаем елочку. Набираем раз снизу и вверх, как веточки, как будто бы, да, снегом припорошились. Вот елочка, да, у нас получается здесь. Она не должна быть как игрушечная, со всех сторон одинаковая. Нет, это живая елочка. Где-то у нее больше, где-то меньше снега, где-то веточек больше, где-то меньше. А с этой стороны у нас такое дерево. Поэтому мы рисуем на нем ствол. Такой небольшой объем. Не старайтесь сделать очень толстый слой шпаклевки. Пусть это будет тоненький, не очень толсто, миллиметра 2 где-то. Так, дерево. Даже, наверное, пальчиком здесь есть смысл подтереть. Какие-то вот веточки, да, тут видно, что они во все стороны такие. Угу. Там вот сзади тоже какой-то есть. Не знаю, то ли дерево, то ли елочка. Поэтому мы просто сделаем такой вот небольшой объем, который можно будет принять и за елочку, и за дерево. Главное, что там что-то растет. Обязательно делаем снег. Снег, сугробы. Также мастихином разравниваем. Как будто намело сугробы. Заходим на картинку. Так, под ноги, прям вот волкам этим, да? Дед Морозу, если у вас Дед Мороз на краю картинки стоит. И до самого-самого дна бутылки. Один на другой как бы наметаем сугроб.
Угу. Внизу можно делать более высокий объем. Чем выше, тем этот объем должен быть, наверное, поменьше, для того, чтобы мы обозначили, что бутылка у нас такая стоит. То есть внизу побольше, чем выше, тем полегче должен быть декор, объем. Причем мы это делаем обычной шпаклевкой, то есть не специальной структурной пастой имитация снега, а просто шпаклевкой. Мы потом будем закрашивать эту шпаклевку таким образом, что она будет напоминать нам снег. И нам не надо сейчас имитировать снег специальными пастами. Здесь вот тоже непонятно, там елочка, да, какая-то. Сейчас большую такой сделаем. И мне нравится, когда еще горлышко тоже имеет такой некий объем. Вот прям просто мы по горлу снизу вверх ведем шпаклевкой. Создаем небольшой объем. Вот в таком состоянии наша бутылка должна отправиться сохнуть. Но мне хочется еще вот сюда сзади сделать тоже небольшой какой-нибудь объемчик. Например, трафарет. Трафареты можно использовать любые, какие у вас есть. Например, вот у меня есть трафарет с Новым годом, шарик. Вот такие елочки сюда нам, я думаю, не подойдут именно к этой картинке. Есть вот такие птички. Здесь у нас тоже птичек нету, поэтому к нам не подойдет. Снеговички. Посмотрите, какие снеговички. Очень нарядные. И мои самые любимые трафареты — это клеевой трафарет. Им очень удобно работать на бутылке. Здесь как раз именно те картинки, которые максимально подойдут нам. Вот, например, вот эти колокольчики. Приклеиваем. И наносим тоже объемный декор, шпаклевку. Я здесь не разравниваю, чтобы прям было аккуратно-аккуратно, ровненький слой. Снимаем трафарет. Вот сейчас это плохо видно, но в дальнейшем мы это выделим очень ярко, будет хорошо. Все это отправляю на сушку. Сушиться шпаклевка должна где-то часа 3, наверное. Я обычно все это делаю днем и на ночь опять-таки наношу шпаклевку и спокойно ложусь спать, чтобы утром проснуться и заняться уже покраской бутылки. Сушить феном шпаклевку настоятельно не рекомендую. Во-первых, шпаклевка сверху может подсохнуть, а внутри остаться сырой, и тогда она даст трещины. Во-вторых, непонятно, что может стать с шампанским. Оно может взорваться, оно может как-то себя нехорошо повести, я не знаю. Поэтому лучше уж сделать объем и оставить бутылку в покое хотя бы на несколько часов. Когда шпаклевка высохла, вот ее можно трогать руками. Температура шпаклевки такая же, как температура других предметов. То есть, если шпаклевка холодная, значит, она еще сырая. Если шпаклевка уже достаточно такая теплая, значит, она уже высохла. Но если вы оставляли на ночь, то значит, шпаклевка высохла 100%. Вот посмотрите, какой у нас получился объем. Что мы теперь будем с этим объемом делать? Для начала нам нужно сошкурить все самые острые углы, которые у нас остались на шпаклевке. Иначе
потом в процессе декора эти острые уголки будут отваливаться и оставлять нам белые пятна, которые нам совершенно не нужны. Как мы это сделаем? Берем наждачную бумагу на тканевой основе. Номер наждачной бумаги 120. У каждой фирмы свой номер, но вот примерно все равно зернистость видно. Я отрезаю небольшой кусочек и вот так на бумажку просто слегка прохожусь этой наждачкой по нашему объему. Самые острые углы, они начинают отваливаться, что нам и нужно. По елочкам вот тут аккуратненько. Угу. Хорошо бы это все смести кисточкой. Вымести всю эту пыль из желобков. Теперь она более приятная на ощупь, уже нам ничего не колется, она уже более ровненькая, но при этом объем остался. Теперь наша задача этот объем сделать видимым. Будем красить. Краску наливаю в одноразовые тарелочки. Нам понадобится краска синяя. Использую краску фирмы Ладоги. Это мои любимые краски. Вы можете использовать любые свои. Голубая ФЦ. Может быть, бирюзовая где-то понадобится, не знаю. Обязательно черная, сажа газовая. Может, где-то фиолетовая понадобится, посмотрим. На всякий случай взяла. Скорее всего, понадобится умбра жжённая. Вообще не знаю ни одной работы, где не понадобилась бы умбра жжённая. Елочки, естественно, будет зеленая. Это фирма Folk Art Blade. Очень красивые, хорошие краски, отличного качества. К сожалению, у нас сейчас все сложнее и сложнее их найти в России. Но вот мне посчастливилось, мне с Америки привезла девочка. Так. Охра золотистая. И, конечно же, белая. Белую краску я использую строительно. Сейчас я пользуюсь вот такой краской. Deluxe Винил Мат. Замечательная краска, укрывистая, белая, такая матовая. Я думаю, что когда кончится эта банка, я куплю, скорее всего, такую же краску. Первое, что нам нужно сделать, это намешать самый темный цвет, который есть на нашей бутылке. Он у нас практически черный. Это голубая ФЦ с черным цветом смешанная. Так и делаем. Голубая ФЦ. Черная. Мешаю краски я вот такими штучками, стеками от пластилина. Скорее всего, нам понадобится здесь немножечко совсем белой краски, потому что картинка сама чуть-чуть белесая. То есть эта белая краска, она не высветлит нам цвет, но сделает ее немножко белесой. Берем кисточку и закрашиваем вот все, что где есть у нас небо, да, то есть там, где снег, у нас явно более светлый цвет понадобится. Все, что вверху, все закрашиваем вот этой темной краской, который очень напоминает черный цвет. Ну, примерно 1 к 1 голубая ФЦ и черная. Красочка должна быть такая жиденькая, чтобы она попала во все ямочки, во все глубиночки, которые у нас только есть на бутылке. Здесь у нас еще есть надпись на этой картинке. И эту надпись нам желательно не закрасить. Я хочу ее оставить. Вот в процессе я понимаю, что немножко здесь не хватает синей краски. Да?
Синий, то есть не голубой ФЦ, а именно синий. Синяя краска, она немножко таким фиолетовым отливом, поэтому она дает свой оттенок. Особенно вот с этой стороны это хорошо видно. Не бойтесь, что вы сейчас закрашиваете, и у вас, вау, совсем не совпадает цвет, да. То есть мы сейчас подбираем самый темный цвет, который у нас есть на картинке. Он не должен совпадать со всем абсолютно цветом, который есть на картинке, да, на небе, потому что там много цветов, и у нас, соответственно, будет тоже много оттенков, много цветов, много слоев. Сейчас наша задача положить самый нижний слой. Внизу не закрашиваю, потому что здесь у нас будет цвет снега. И в снегу нет такого темного оттенка, да, у нас немножко другой. Смотрите на бутылку со всех ракурсов для того, чтобы вы понимали, что вы закрасили все. И что где-нибудь в глубине у вас нету белой шпаклевки. И можно подобрать цвет снега. Выбираем также самый темный оттенок, который есть на снегу, и его намешиваем. Вот здесь как раз я вижу, что мне не хватает фиолетового оттенка. Фиолетовый цвет очень насыщенный, поэтому я его рядом капну и потихоньку буду добавлять в то, что у меня уже есть. Иначе просто переборщу. Цвет самого темного места на снегу мы намешали. Теперь нужно покрыть бутылочку в этом месте, да? Там, где у нас снег. Пусть вас не пугает то, что здесь не совсем совпадает. Все это со временем. Сейчас с каждым этапом все будет лучше и красивее. Просто ровным слоем покрываем одним цветом все, что касается снега. Вот с той стороны снег более фиолетовый, здесь снег более синий, да, здесь вот больше вот этого цвета, который у нас, как он, голубая ФЦ, он более такой синий, без оттенка фиолетовости. Когда краска немножко подсохла, это очень важный момент, краска должна подсохнуть. Мы сейчас находим цвет, который на пару тонов светлее, чем самый темный. И делаем небольшие акценты на бутылке именно этим цветом. Но краска для этого должна подсохнуть. Может быть, не совсем высохнуть, но хотя бы быть не влажной. Как мы высветляем? Просто добавляем белой краски в тот цвет, который у нас уже намешан. Вот в этот синий цвет мы добавляем белую. Смотрите на свою картинку и подбирайте цвет именно к вашей картинке. Вот теперь мне больше нравится цвет. Теперь нам нужно взять кисточку пошире. Вот такой вот номер 18-20 примерно кисточки. Хорошо вытереть тряпочку, не ворсовую. Кисточка должна быть почти сухая, такая чуть-чуть влажная. Берем красочку, обтираем ее о бумажку. На кисточке должно быть немного краски. И легким движением, ключевое слово легким, наносим на бутылку. Тем самым мы сохраняем цвет в глубине, темный цвет,
который у нас был изначально положен на бутылку. И появляется уже объем. Так делаем по всей бутылке. Здесь вы уже должны будете сделать переход менее заметным. Мы подобрали сейчас цвет, который цвет неба. Не забывайте обтирать. Если вы не оботрете кисточку, то есть вероятность, что даже тот темный цвет вы перекроете этим цветом светленьким. И тогда пропадет вся глубина. Здесь еще очень важный момент. Если краска мало подсохла у вас, то вы поймете это потому, что, нанося более светлую краску, она будет не сверху ложиться на темную краску, а как бы смешиваться. Это будет не очень красиво. Пробочку не забываем. То есть декорируем абсолютно все. В бутылке должно быть все красиво, все части. Так, теперь у нас уже практически не видно края картинки. Она у нас уже гармонично слилась с фоном. Но мы видим, что на небе у нас, кроме вот этого цвета, который мы сейчас нанесли, есть еще более светлые тона. Да, намешаем его тоже. Я думаю, даже отсюда, если мы возьмем. И точно так же сделаем несколько акцентов еще более светлым. Чтобы у нас оставались все цвета на бутылке. То есть и самый темный, и тот, который посветлее, и тот, который мы наносим сейчас. Особенно меня интересует тут за елочками. Елочки у нас здесь объемные, поэтому они пока что еще белые. Мы потом их будем закрашивать зеленым цветом точно так же в несколько этапов. Если у вас получилось так, что вы нанесли слишком большое пятно, да, вот, например, вот здесь вот, светлой краски вы не планировали, да, например, что здесь будет такое пятно, как это дело исправляется? Просто берете кисточку, берете темную красочку, подкрашиваете это все темным цветом. Когда краска подсыхает, заново проходитесь слегка светлым цветом. Теперь возьмем прям самый-самый-самый светлый цвет. Причем он у нас такой без оттенка черного, поэтому я думаю, нам его нужно будет намешать где-то отдельно немножко. Например, взять немножко голубой ФЦ, добавить белый оттенок, белый цвет, фиолетового. Хочу подобрать вот здесь цвет, который есть около Луны. И этим цветом, также полусухой кистью, на бумажке немножко, пройтись еще прям совсем кое-где. Вот, переборщила, пожалуй. Прям совсем-совсем макушки высветлить. Дальше беремся за снег. Точно так же выискиваем более светлые моменты и намешиваем краску. Я думаю, нам вот такой цвет тоже подойдет. Он может не совсем светлее, но он немножко другого оттенка. Снег у нас уже немножко тоже подсох, поэтому я могу смело проходиться прям по этому снегу.
Когда кисточка уже начинает рисовать толстыми полосами, это значит, ее пора помыть. Как-то у нас здесь похолодало немножко, кого-то захотелось мне немножко утеплиться. Ну, продолжим. Что делаем дальше? Дальше делаем то же самое, что мы делали с небом, только нам нужно это сделать внизу со снегом. Белый цвет добавили, синий, и высветляем. Вот, кстати, эта распечатка у меня была сделана, видимо, на не очень хорошем принтере. Она дает какую-то желтизну. Поэтому вполне возможно, в синий, который я сейчас намешала, придется добавить охры. Иначе цвет со снегом не совпадет. Сейчас посмотрим. Сейчас нанесем. Естественно, белого цвета, светлого снега здесь больше, чем темного. Да? Темный он только там, в глубине. Поэтому здесь более щедро наносите светлые оттенки, чем мы это делали на небе. Вот что мне здесь прям в глаза бросается, то что здесь у нас с одной стороны картинки все-таки снег очень сильно отличается от снега с другой стороны картинки, от оттенка. Вот снег, который на заднем плане, он, конечно же, останется более темным. Снег, который на заднем плане, будет более темным, поэтому эти акценты сохраняйте. Они есть у нас на картинке, да, то есть передний план светлый, задний план более темный. Так мы и делаем. Вот у меня передний план более светлый, да? Здесь меньше темных мест. Мы их меньше и оставляем под ногами. Пусть будет такой тенечек Дед Мороза. Ну, вот здесь, вот, как я и говорила, есть необходимость добавить немножко, даже не столько охристого, сколько какого-то, наверное, желтого лимонного. Но вот его у меня с собой нету, вот поэтому добавим все-таки охристого. Немножко желтенького оттенка. Чуть-чуть. Хотя охристый, конечно, даст больше теплоты, чем желтизны. Но все-таки надо с картинкой считаться, что мы не можем самостоятельно там намешивать какой-то цвет, такой, которого нету на картинке. Опять-таки вытираем кисточку. И вот этим вот цветом, который с охрой, уже вот тут это сделаем. Картинка у нас защищена, поэтому буквы, которые мы закрасили, я закрасила краской, я потом их очищу с помощью влажной салфетки. С лака краска хорошо сойдет. Вот, сразу бутылка заиграла. Сразу появился какой-то свет на снеге. Как будто бы луна, что ли, сюда так светит, да, на поляночку на эту. Немножко сравняем картинку. А Дед Мороз, он, да, немножечко в тени у нас с медведем, поэтому здесь меньше светлых оттенков будет у нас. Смотрите на картинку, да, и вот по картинке уже ну и теперь момент перехода. Переход, конечно, сзади, он не должен быть резким, поэтому сейчас мы его скроем. Вот возьмем какой-нибудь цвет, который будет, несмотря на то, что там сугроб, да, и сугроб он резко переходит. Здесь сугроб, здесь небо, цвета резкие. Здесь мы сзади сделаем все-таки плавные переходы.
Потихоньку опустимся темным цветом вниз и светлым поднимемся вверх. Сейчас нужно закрасить еще елочки у нас. Делать я буду это тоненькой кисточкой. 6 номер. И нам понадобится для этого зеленый оттенок. Вот этот оттенок фолкарта, он прям совпадает с елочками, поэтому мне даже намешивать ничего не надо будет. Я прям возьму именно этот цвет и сделаю. Как и с небом, как и со снегом, елочки закрашиваем в самый темный цвет, а это черный вперемешку с зеленым. Вот я возьму здесь немножко темно-темно-синего, потому что елочки они не совсем черные будут, они там такие будут слегка синим оттенком. И закрашиваю всю елочку в самый темный цвет. Рядом стоящую елочку тоже. Пока мы закрашиваем другие елочки, эти немножечко елочки подсохнут. То есть сейчас мы создали тот цвет, который у нас под снегом, там в глубине. Самый глубокий цвет. Заодно, пока у нас в руках тоненькая кисточка, проработаю моменты, которые с широкой кистью было неудобно. Например, вот здесь вот около надписи «Снег». Хочется как-то немножечко более детально выделить. Кое-где, знаете, мне хочется даже чисто белого цвета добавить. Конечно, его на картинке нету, потому что у меня вот эта картинка, она такая какая-то слегка желтая. Но все равно. Главное, не забывайте обтирать кисточку. Это очень важно для того, чтобы один цвет ложился сверху другого, не перекрывая нижний цвет. То есть прямо обтирайте об бумажку, об тарелочку. Но главное, вот это делайте. Также добавляем к зеленому более светлый оттенок. Покрываем сверху елочки вторым слоем, да? Полусухой кистью. Называется метод сухой кисти. Если у вас не получается сразу делать этим методом, то рекомендую найти видео, которые рассказывают только об этом методе. Метод сухой кисти называется. И посмотреть там все нюансы. Но здесь главное, чтобы нижний слой был сухой и кисть была не совсем много краски содержала. Так, ну я думаю, что теперь эти слои должны высохнуть, прежде чем мы приступим к следующему этапу. Вот я сейчас вытру краску с надписи, потому что эта надпись, мне кажется, такая очень прям к месту исполнения желаний. Не хочу ее закрашивать, хочу, чтобы она оставалась. Немножко вытру с обуви снег. Все это вытирать я могу благодаря тому, что картинка покрыта на 2 слоя лаком. Что нам нужно дальше сделать? Это елочку высветлить. Это вот светлая красочка, которая немножко с охрой. Да, мы сейчас снизу вверх идемся и высветлим елочки. Под елочками останется тень зеленая, а сверху она у нас будет вот такая заснеженная. Чем выше, тем больше снега.
такие вот елочки заснеженные. Здесь я бы тоже влажной салфеткой просто убрала лишнюю краску. Еще мешка сделали. Вот такие елочки. Слишком белыми их делать не стоит, иначе они у нас выпрыгнут на первый план. Они должны быть там, вдали, в тени. Слегка. Даже они не столько белые, сколько голубые, потому что на улице ночь, снег в свете луны слегка мерцает. Ну, в общем-то, елочки у нас такие и есть. Чтобы весь наш декор сохранить, и краска, чтобы осталась теперь такой, какая она у нас есть на сегодняшний момент, нужно покрыть всю бутылку лаком. Краску убираем. Краска нам больше не понадобится. Берем лак Кива глянцевый. Берем широкую кисть и лакируем всю бутылку сверху донизу вместе с картинкой. Когда вы начнете лакировать, вы увидите, что бутылка станет более контрастной. То есть темное станет более темным, светлое станет более светлым. Хорошим таким слоем лака все это нужно залакировать. Пока одним слоем. Одного слоя хватит. Не надо стараться покрасить все. То есть какие-то моменты останутся без лака. Ничего страшного. Мы еще нанесем не один слой лака, поэтому в конце концов ваша бутылка вся будет залакирована. Сейчас наша задача схватить вот этот тот эффект, который мы создали, объемный декор. Отправляем бутылку сушиться. Это займет примерно минут 30. Первый слой лака подсушили. Теперь самое время сделать самый-самый яркий, блестящий декор. Во-первых, не забывайте, что у нас сзади есть картинка. Картинка может быть объемной, может быть просто плоской. У нас она объемная, поэтому ее нужно сейчас проявить. Как мы будем проявлять? Берем шкурку, все ту же, 120-ю, и просто потихонечку шкурим. Это можно было сделать до лака, но я предпочитаю сначала закреплять весь декор, а потом уже проявлять его элементы. Старайтесь шкурить именно по картинке, по трафарету. Как можно меньше, чтобы задевалась сама бутылка. Не обязательно, чтобы он весь был белый. Он просто должен быть виден и понятен со стороны. Если у вас здесь колокольчики, значит колокольчики. Если подарочки, значит подарочки. Можно сделать надпись с Новым годом. Чтобы было лучше видно, мы это все сейчас так кисточкой сметем. Отлично. Получилось вот так. Хорошо сочетается с белым цветом, который у нас здесь есть. Чем можно добавить блеска? Первый и незаменимый инструмент – просто блестки. Да? Эти блестки я покупала в художественном магазине, называются декоративные блестки. Love to Art фирма. Но их я использую первый раз. А раньше все время я брала обычные блестки, которые покупала в магазинах для ногтей. Не серый, не золотой, не серебряный, не зеленый, не красный, а именно белый. Белый дает именно тот эффект блестящего снега, который мы видим утром на
восходе на солнышке. Еще один инструмент – это медиум перламутровый фирмы Сонет. Отличный перламутр. Его можно использовать как самостоятельную краску. Вот сейчас мы будем ей тоже пользоваться. Еще моя любимая краска для этого дела называется фирма Декарт. Это единственный цвет, который я использую этой фирмы, белый перламутровый. Он практически прозрачный, он придает перламутровости легкую белесость. Это, наверное, уже третья банка, которую я использую. Начнем с Декарта. Губку, берем губку, набираем на губку красочки, тоже немножко отбиваем, чтобы было немного, и пускаем только по снегу. Сначала краска такая прям белая, когда она высыхает, она становится более прозрачная, но перламутровость сохраняется. Это придает праздничное такое настроение и чувство Нового года. Если у вас нет такой краски, то вы можете воспользоваться медиум перламутровым. Он продается практически во всех магазинах художественных. Его легко найти. Тоже немножко отбиваем. И его я наношу на пробку. Слегка. Этот медиум не такой прозрачный, как та краска, да, он останется таким серебристым. Пробка будет более насыщена, все темные цвета будут проявлены, и потихонечку спуститесь вниз, как будто бы сверху заиндивела такая бутылочка, а вниз пошел просто легкий иней. Если что-то где-то вам не понравится, бутылка покрыта лаком, и вы можете смело стирать влажной салфеткой те моменты, которые вас не устраивают. И совсем уже слегка можно пройтись прямо по всей бутылочке. Я бы еще прошлась вот по картинке, чтобы она не была такой насыщенно контрастно яркой белой. Сохнет он тоже очень-очень быстро. Если вы его не разбавляли дополнительно замедлителем высыхания, то он высыхает достаточно быстро. Им же можно пройтись немножко по снегу. Тот эффект, который вы не видите сейчас, он обязательно будет вам заметен вблизи, когда вы возьмете бутылку в руки. Так, с этими средствами мы справились. Теперь нам нужно дождаться, пока высохнет перламутровый медиум. Он высохнет очень быстро. Мы в этот момент пока намешаем лак с блестками. Как я покрываю блестками бутылку? Наливаю в тарелочку немножко лака. Через край вот так вот. Вы можете отлить это в специальную бутылочку, баночку какую-то. Если у вас останется лак с блестками, то вы потом использовать сможете его в дальнейшем. И добавляю туда блесток прям в сам лак. Эти блестки не такие блестящие, как для ногтей, поэтому я их насыпаю достаточно много. И стеком перемешиваю. Если лак глянцевый, то блестки будут блестеть более активно. Если лак матовый или полуматовый, они немножечко будут притеняться вот этим лаком, да, матовостью лака. Поэтому рекомендую использовать все-таки глянцевый лак для этой цели. Опять берем широкую кисть. И точно так же покрываем всю нашу бутылку сверху донизу уже с блестками. Обратите внимание, как ярко блестят блестки. При этом лак сейчас пока еще не прозрачный, он белесый такой. Покрываем блестками и картинку тоже. Только вот Дед Мороза не трогайте, пусть он будет такой не блестящий.
Наносим на снег. На небо. Да, на животных и на людей не наносим блестки. Все, бутылка прекрасна. Она блестит, она мерцает, она замечательная. Я думаю, вы уже заметили, что та надпись, которую я так долго хотела сохранить с Новым годом, практически не видна. Конечно же, ее надо выделить. Я предпочитаю это делать контуром. Можно белым контуром, можно золотым. Мне кажется, здесь очень уместно взять красный контур под цвет шубы Деда Мороза. Контур использую для стекла и керамики фирмы Таир. Цвет красный темный в данном случае. Как мы им пишем? Берем контур в руки как ручку. Как вы держите ручку. И просто повторяем буквы, которые здесь есть. Снова. И мне немножко не хватает еще снежка. А то получается у нас снежок на картинке есть, а все, что вне картинки, снежка нету. Также по стеклу и керамике фирмы Таир просто кое-где поставим крапинки. Повторим там, где они есть. Можно делать это кисточкой, а не контуром. Даже, наверное, кисточкой было бы лучше, потому что кисточка оставляла бы более прозрачный снежок, чем контур. Контур он плотный. И он, наверное, даже слишком ярко смотрится на нашей картинке. Сейчас посмотрим. Снежка слишком много не утыкивайте. То есть пусть будет такой на переднем плане яркий снежок и на заднем плане тот снежок, который был на картинке. Если будет слишком много снега, то наша бутылка будет напоминать ветрянку, наверное, такую. Теперь последний этап декора бутылки – это бант нарядный. Для этого нам понадобятся ленты. Ленты разной ширины, и они должны быть обязательно праздничные. Самым большим и основным бантом у нас будет вот такой вот цвет, серебристый. Здесь можно было бы сделать синий, красный, золотой, ну вот и серебряный. Вот красный, мне показалось, что он здесь не совсем в тон к Деду Морозу. Да, он слишком яркий, здесь более малиновый цвет. Бант будет у нас сложный, то есть составной из 2-3 лент. Самым первым будет серебряный, второй бант. Вот как раз здесь я хочу взять красный бант. Он будет уже не такой широкий, и он будет перекликаться с пальто Деда Мороза. Можно взять немножко малиновый, но вот мне хочется почему-то красненький. Так, как мы отмеряем бантик? Вот берем ленту, ставим в сторонку, да? Берем ленту, перекрещиваем ее и собираем. Таким образом у нас получается бант. Вот примеряем, как у нас ушки. Большие или в самый раз? Ну, я вот думаю, что в самый раз. Следовательно, можно обрезать. Теперь этот бантик, чтобы он у нас сохранился и мы могли его использовать, нужно завязать. Для этого берем тоненькую ниточку, ну, обычную ниточку номером 40. Отрываем. Перематываем. Так, здесь, наверное. И завязываем узелок. Чем мне нравится вот эта широкая лента? Тем, что у нее по краю идет проволока, поэтому она такая
не распадается. Можно ушки сделать побольше, да, на этом этапе вытянуть их немножко. Можно их наоборот поменьше. Ну вот меня все устраивает. Да? Добавляем еще один бант. Точно так же берем ленту, перекрещиваем ее. Бант должен быть, конечно же, поменьше основного, но не намного. Точно так же перевязываем его ниточкой. Закрестили, перевязали. Соединяем эти бантики в один бант. То есть просто связываем. Теперь вот этой же ниточкой, которая была уже у вас на одном из бантиков, либо на красном, либо на серебряном. Просто их связывать друг с другом. Лишние, конечно, веревки нужно отрезать. Центром у нас будет вот такая вот золотая нить. Обмотаем на несколько раз центр и сзади завяжем. Один узелок завязываем вверх-вниз от бантика, второй узелок завязываем влево-вправо от бантика. И привязываем. Я не приклеиваю банты, то есть приклеиваю только очень редко. Чаще всего просто завязываю его в бутылке. Привязываю. Теперь нужно сделать красивые края у лент. Здесь я делаю такие уголочки. Здесь как раз вот можно будет посмотреть, может быть, покороче сделать какую-то ленточку. Потому что, когда вы на этапе формирования бантика, не всегда видно, какой должна быть ленточка. Ну и, конечно же, вот эти золотые ниточки, которые внизу торчат, они должны быть явно короче. Но вы их не убирайте совсем, потому что они тоже приносят свой эффект, дают. Вот и все. Бутылка готова. Теперь такой подарок совершенно не стыдно подарить своим знакомым, близким и даже поставить себе на стол на Новый год. Не бойтесь открывать такую бутылку, она легко открывается, то есть ярлычок, за который вы будете открывать, он абсолютно свободен. И когда вы откроете, весь декор ниже сохранится и вскроется только пробка. Дальше эту бутылку можно будет даже сохранить, поставить в шкафчик и любоваться своей работой. А я желаю вам приятных праздников, всегда быть на взлете, всегда творить, всегда что-то придумывать новое, вдохновлять других. Надеюсь, я вдохновила вас своим мастер-классом.